Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 25 июня. Обращаем ваше внимание, сегодня день больших денег. Обязательно скажите одно слово и проведите определенные практики, если вам будут интересны. Но именно это слово сонастроит вас с энергиями Вселенной, и вы обязательно или получите деньги, или у вас откроются новые возможности, или вас пригласят на собеседование. Возможно, у вас появится дополнительный заработок. Девочки и мальчики, у каждого будет свое. Главное, чтобы вы не испугались тех возможностей, тех предложений, которые сегодня могут появиться или проявиться в вашей жизни. При этом это может произойти в любой момент, не обязательно прямо вот сию секунду. Это вам могут даже позвонить в 9 вечера, поэтому обязательно телефон сегодня держите при себе и не упускайте, чтобы не упустить вот тот шанс, эту возможность, которую сегодня может дать Вселенная и ваш ангел-хранитель. Давайте далее все более подробно. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Итак, друзья, сегодня 25 июня, и этот день обещает быть днем необычных событий и нетривиальных обстоятельств. Сегодня многие люди могут столкнуться с необъяснимыми явлениями и встретить даже необычных людей. День вообще сам по себе будет насыщен сюрпризами и неожиданными поворотами. Поэтому большая просьба не бояться этого. Если вас сегодня приглашают на какую-то встречу, на какое-то свидание, на какой-то разговор, и вы даже чувствуете, что вам не хочется, но вот то ли жарко, то ли у вас голова болит, еще что-то, все равно идите, встречайтесь, общайтесь, обговаривайте. Конечно же, не просто так, что да, я возьму дополнительную работу, а обговаривайте сразу все детально, все, что касается особенно финансовой стороны. Не бойтесь открывать рот и говорить с людьми, потому что очень часто вы даже сами пишете в комментариях: ой, вы знаете, у меня появилась работа, но мне не заплатили ту сумму, которую хотели. А когда мы начинаем разговаривать, писать друг другу в комментариях, оказывается, что вы просто не проговорили, потому что вы подумали, что тот, кто вам дает работу или какую-то просит, чтобы вы ему оказали услуги, вы не оговариваете. А человек думает, что, возможно, вы делаете ему просто бесплатно, просто за спасибо. Поэтому всегда обсуждайте. Даже если человек не готов платить, возможно, он готов сделать обмен какими-то вещами, какими-то предметами, советами, обучением. Это может быть все, что угодно. Не зацикливайтесь, что это должно быть только деньги. Или бывает так, что человек хочет, например, иметь одну сумму денег для того, чтобы, например, купить себе новый холодильник, телевизор или что-либо. Но человек не думает о том, что ему Вселенная это может просто дать, просто подарить в обмен на что-то. Например, вы кому-то помогли, кому-то подсказали. Бывает так, что, возможно, вы даже это видите даже в фильмах, и многие думают, что это сказка, но это все взято из реальной жизни. Иногда вы кому-то просто помогли, перейти дорогу, кому-то дали какую-то подсказку, кого-то уберегли от какой-то ситуации, а потом приходит человек и дарит вам или подарок какой-то дорогой, или, возможно, путевку, или что-то очень важное, что вы в жизни этого хотите. Поэтому, пожалуйста, не отмахивайтесь, потому что многие зациклены вот только на деньги. Но в материальном мире это у Вселенной бесконечные возможности. Пожалуйста, услышьте нас. По лунному календарю, друзья, у нас сегодня убывающая луна, и находится она в знаке зодиака Водолей. А вы знаете, что Водолей – это знак оригинальности, независимости и новаторства. Влияние Водолея делает людей более открытыми к новым идеям и к экспериментам. Это время, когда творчество и оригинальность выходят на первый план. Ключевой аспект этого дня – это квадрат Луны к Урану. Вносит элемент неожиданности и непредсказуемости. Уран, планета изменений и революций, в квадратуре к Луне нарушает логические цепочки между причиной и следствием.
Это означает, что сегодня не стоит пытаться давать рациональные оценки тем событиям, поведению и поступкам окружающих людей. Логика даже может подвести, а привычные методы решения проблем окажутся даже неэффективными. Для творческих людей этот аспект порождает оригинальность, далекую от нормы, и стремление не только удивлять, но и шокировать окружающих. Творцы могут почувствовать прилив вдохновения и желания сегодня экспериментировать. Однако не стоит надеяться на понимание и одобрение со стороны других. Ваши идеи могут быть восприняты как слишком эксцентричные или даже странные, поэтому будьте сегодня открыты к неожиданностям. Принимайте все, что происходит, как часть общего плана. Не пытайтесь найти логическое объяснение каждому событию. Проявляйте сегодня и оригинальность. Сегодня отличный день для реализации самых смелых и нестандартных идей. Позвольте себе выйти за рамки привычного, но не рассчитывайте на понимание. Если вы занимаетесь творчеством или экспериментируете с чем-то новым, не ожидайте, что вас сразу поймут и поддержат. Дайте людям время привыкнуть к вашим идеям. Также сегодня очень важно избегать важных решений, поскольку логика сегодня может вас подвести. Старайтесь отложить принятие важных решений на более благоприятное время. Обращаем ваше внимание, что сегодняшний день, 25 июня, очень благоприятен для работы над творческими проектами. Вдохновение и оригинальные идеи помогут вам сегодня добиться успеха. Также еще раз делаем акцент, будьте готовы сегодня к нестандартным решениям и неожиданным поворотам в работе. Ваши коллеги могут предложить что-то необычное, что стоит обязательно рассмотреть. Аффирмация на сегодняшний день, друзья, звучит следующим образом. Я открыта для новых идей и готова принять неожиданное. Моя оригинальность и креативность помогают мне преуспеть. Также обязательно пропишите эти слова в комментариях. Давайте еще раз. Я открыта для новых идей и готова принять неожиданное. Моя оригинальность и креативность помогают мне преуспеть. И, конечно же, пусть этот день, 25 июня, принесет вам множество необычных и вдохновляющих моментов, помогая раскрыть ваш творческий потенциал и открыть новые горизонты. 25 июня, сегодняшний день, это особый день в году. Многие его называют днем больших денег. В этот день существует особая практика, связанная с произнесением одного слова, которое способно привлечь финансовое благополучие и улучшить ваше материальное положение. Дело в том, что этот день считается временем, когда финансовая энергия, она особенно сильна, и любые усилия по привлечению денег могут сегодня принести заметные вам результаты. Но помните, сегодня правильные слова и действия способны активировать денежные потоки и улучшить ваше материальное положение. Также помните о том, что сегодня в этот день будут в вашей жизни появляться люди, которые будут пытаться уводить вас от правды. Они будут пытаться вас отвести в негатив, где есть злость, где есть недовольство и так далее. Поэтому ваша задача чувствовать себя уверенно и идти к тем целям и задачам, которые вы ставите перед собой. Также сегодня это слово, друзья, которое несет в себе магическую силу и способно притянуть к вам деньги. Следующее. Очень важно, чтобы вы его произносили тихо, сосредоточенно и с уверенностью в его силе. И это, друзья, слово «богатство». Вот на протяжении дня только, пожалуйста, будьте в хорошем расположении духа. Если вы чем-то расстроены, если вы чем-то недовольны, ни в коем случае не произносите это слово, потому что оно тогда вам принесет в вашу жизнь один негатив, возможно, проблемы, то, что вам точно не нужно. Поэтому сегодня, в этот день, на протяжении всего дня пишите, говорите. Даже вот вы пытаетесь кому-то дозвониться, да, кто связан, возможно, с деньгами как-то, с работой, с новыми связями, с собеседованием, и говорите просто про себя: богатство, богатство, богатство. И дальше начинайте с человеком говорить. Вы тем самым запускаете вот эти энергии в свою жизнь. Поэтому, пожалуйста,
Не игнорируйте это слово сегодня. Также, если вы его, возможно, забываете, бывает так, что человек, когда какие-то экстремальные ситуации, человек просто теряется и забывает все то, что есть в его жизни. В таком случае возьмите это слово, напишите на бумажечке и развесьте, например, по квартире, также на рабочем столе. Буквально одну бумажечку только так кладите для того, чтобы только вы это видели. Не стоит никому распространяться и рассказывать, о чем вообще идет речь. А уже в вечернее время возьмите эту бумажечку, сожгите, а пепел развейте по ветру. Помним, всегда благодарим Вселенную. Далее, очень важно, что вы сегодня благодарили. Благодарили Вселенную, благодарили высшие силы, благодарили ангела-хранителя за то, что у вас есть в жизни, потому что благодарность привлекает больше положительной энергии и создает основу для финансового благополучия. Также сегодня очень важно делиться своим достатком с другими людьми. Помогайте тем, кто нуждается, и проявляйте щедрость. Это поможет вам создать позитивный денежный цикл в вашей жизни. Еще хотим сделать акцент. Не обязательно делиться чем-то деньгами. Это может быть ваше доброе слово. Возможно, вы кому-то в чем-то поможете. Бывает так, что вы стоите на кассе, перед вами бабушка или дедушка, или ребенок, который покупает вот обыденные простые вещи. Ему не хватает буквально пару копеек. И возьмите, просто поддержите этого человека, доплатите недостающую сумму. Поверьте, такие люди, они энергетически, они очень сильно отправляют поток энергии к вам. Возможно, вы это не заметите, но в самый нужный момент вот эта энергия, которой, возможно, вам не хватает, вот эта капелька, она вам далее поможет в жизни. Никогда не бойтесь делиться с другими людьми. Знаете, как бы нужно всегда делиться даже последней иногда рубашкой, потому что Вселенная, она, у нее много возможностей. Главное, чтобы вы это видели. Как только вы начинаете это замечать, конечно, нужно работать, нужно трудиться, но это не должно быть просто взять и вот просто, знаете, долбить в одну точку. Нет, нужно пробовать, постоянно экспериментировать, не зацикливаться. Очень многие люди вот зацикливаются, и вот часто она пишет: ой, я получаю одну пенсию и ничего другого. Мне тут рассказываете, что я могу иметь деньги, что-то больше, чем пенсия. Да, вы можете. Вселенная имеет бесконечное количество возможностей. Ваша задача просто взять это своими руками. Скажет о том, что ну как это возможно? Просто когда вы зациклены на материальном мире и на материи, вам очень сложно увидеть немножечко больше мир. Поэтому абстрагируйтесь. И вот если вы помните детей, маленьких детей, особенно тех до 6-7 лет, как они мечтают, для них деньги это что? Для них это листочки деревьев, да? Или просто листочки от растений, и они с ними там что-то считают и так далее. Для них это деньги. Вот и если вы обращали внимание, дети, если что-то хотят, и они энергетически, вот для них это важно, они это имеют в своей жизни. Вот так и вы, когда вы, потому что нам социум, нам забивает вот эту энергетику, ограничивает нас, потому что должно быть только вот так, нельзя это, нельзя то и так далее, и так далее. И таким образом человек закрывается в себе. Поэтому, чтобы этого не было, открывайтесь, как цветочек, и вы увидите, как ваша жизнь будет меняться. Помните о том, что каждый человек – это архитектор своей жизни, он творец своей жизни. Вот представьте себе, когда вы покупаете дом или квартиру, какая она ни была бы прекрасная и чудесная, вы все равно хотите обставить ту мебель, которую вы хотите, вы купите те люстры, которую вы хотите кушать с той посуды и готовить, которая вот вас вдохновляет, и вы создаете свой мир, свою вселенную, и в которой вы закрываете на ключ с помощью входной двери и с помощью ключа для того, чтобы никто к вам не мог прийти. Поэтому, пожалуйста, вот сегодня тот день, когда энергетика вот больших денег, она прямо стучится каждому, а ваша задача быть открытыми и видеть все те возможности, которые дает Вселенная. Пожалуйста, не ограничивайте себя. Также обращаем ваше внимание, что по лунному календарю у нас сегодня этот день, это период очищения и освобождения. В этот день наш организм пытается естественным образом избавиться от накопившихся токсинов и ненужных веществ. Поэтому сегодня отличный день для детоксикации, избавления от вредных привычек и общего оздоровления. Поэтому сегодня особое внимание уделяйте потреблению именно чистой воды.
Это поможет вашему организму вывести токсины и улучшить общее самочувствие. Также сегодня постарайтесь употреблять как можно больше свежих овощей и фруктов, избегая тяжелой и жирной пищи. Также обратите внимание сегодня на потребление витаминов группы В, магния и омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье вашей нервной системы. Далее, друзья, что же у нас касательно карты Таро, то выпала карта Таро Паж мечей, поэтому сегодняшний день обещает быть днем интеллектуальной активности, любопытства и новых открытий. Эта карта говорит о готовности нас к новым знаниям, проницательности и необходимости все-таки оставаться начеку. Поэтому сегодня изучайте, учитесь, будьте проницательными и, конечно же, сохраняйте настороженность. Будьте готовы к тому, что, возможно, не все так будет гладко, и важно быть готовыми к возможным неожиданностям. Что же касательно, друзья, совета от Архангела Михаила, то сегодняшний день он советует уделить время очищению вашего пространства и вашего внутреннего мира. Это можно сделать через медитацию, через молитвы, через практики энергетической чистки. Также Архангел Михаил напоминает о важности избавления от всего, что тяготит вас и мешает вашему духовному росту. В этот день вам может потребоваться проявить смелость и решимость. И Архангел Михаил призывает вас не бояться трудностей и принимать решения с уверенностью. Если вы столкнетесь с препятствиями или трудностями, помните, что вы не одиноки. Высшие силы, ваш ангел-хранитель, Архангел Михаил готовы вас поддержать и направить вас. Также Архангел Михаил напоминает о важности поиска истины и ясности в своих действиях и мыслях. Кроме того, обратите внимание сегодня на своих близких и, возможно, предложите им свою поддержку и защиту. Будьте готовы выслушать и помочь тем, кто в этом нуждается. Ваша забота и внимание могут оказать значительное влияние на жизнь ваших родных и близких. Друзья, вот такой сегодня у нас с вами день, 25 июня. Мы желаем, чтобы он для вас прошел удачно, легко и благополучно. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будут полезна и важна. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам благ, друзья. Услышимся в следующем видео.